Советский ученый тайно создает существо, способное заменить человека. Прячет его в чемодан, везет в гостиницу. Ни одна живая душа в стране об этом не знает. Но знает преступная группировка из-за рубежа. И не просто знает. У них уже готово устройство, чтобы это существо поймать. Устройство, которое невозможно построить без секретных чертежей самого создателя. Кто передал чертежи за границу? Запомните этот вопрос. Мы к нему вернемся. А пока второй вопрос. В 1964 году один советский писатель описал плоские телевизоры на стенах, видеозвонки, летающие такси и устройства, которые управляют настроением людей. Через 15 лет по его книге сняли детский фильм. Но фильм оказался совсем не про то, что было в книге. Из него вырезали будущее и вставили кое-что другое. Что именно и зачем, это мы тоже разберем. Но главное, этот детский фильм 1979 года предсказал проблему, с которой мы столкнулись прямо сейчас, в 2026. И предсказал настолько точно, что становится не по себе. Это приключение электроника, и вы его не знаете. Давайте начнем с того, что вы точно не слышали. Фильм, который вы смотрели в детстве, это не та история, которую написал автор. Это совершенно другая история. И сейчас я объясню, почему это важно. Но сначала одна деталь, которая будет вас преследовать до конца этого ролика. Готовы? В фильме «Приключения электроника» вы ни разу, ни одного раза не слышите настоящие голоса главных актеров. Мальчики, которых вы видите на экране, говорят чужими голосами. Все 3 серии. Почему, расскажу позже. А пока запомните, каждое слово Сыроежкина и электроника произносит кто-то другой. Итак, книга. Евгений Велтистов написал повесть «Электроник. Мальчик из чемодана» в 1964 году. Гагарин полетел в космос всего 3 годами раньше. Компьютеры занимают целые залы. А Велтистов описывает мир, в котором по небу летают такси, на стенах висят плоские экраны, люди звонят друг другу по видеосвязи, а специальные диффузоры регулируют настроение. Хочешь веселое, хочешь спокойное. В 64-м это звучало как бред сумасшедшего. А теперь посмотрите на свой телефон. Плоский экран? Есть. Видеозвонки? Есть. А соцсети разве не регулируют ваше настроение? Велтистов ошибся только в летающем такси. Пока что. Но вот что важно. В книге электроник сбегает от профессора случайно. Громов подключил его к розетке, перепутал напряжение, робота шибануло током, и он выпрыгнул в окно. Никакой драмы. Техническая ошибка. Замыкание. В фильме совсем другое. И вот тут начинается то, о чем обычно молчат. В фильме электроник приходит к Громову и говорит: «Я хочу стать человеком. Я хочу сам решать, как мне жить. Не по твоей программе, по своей». В 1979 году в Советском Союзе, в детском фильме, персонаж произносит: «Я хочу поступать так, как сам этого хочу, а не так, как от меня требуют». И профессор ему отказывает. Откладывает разговор. И электроник расценивает это как предательство. Но подождите. Громов не просто откладывает разговор. После побега электроника он говорит своей ассистентке Маше кое-что страшное. Он говорит: электроник никогда не сможет стать человеком. И когда он сам это поймет, он может погибнуть. Профессор знает, что его создание обречено на разочарование, знает с самого начала, и все равно создал его. Создал существо, которое будет хотеть невозможного и страдать от этого. Добрый профессор, говорите? Не торопитесь, мы к нему еще вернемся. Потому что история с чертежами, которые утекли за границу, помните, я вначале спрашивал, она напрямую связана с Громовым. И когда я расскажу, как именно, вы посмотрите на этого персонажа совсем другими глазами. А пока давайте разберемся с тем, кто в этом фильме настоящий злодей. И нет, это не Урри. Сережа Сыроежкин. Обычный мальчишка. Тройки в школе, разгильдяй, симпатяга. Мы все его любили в детстве. Мы все хотели быть на его месте. И еще бы. Нашел робота, который делает за тебя уроки. Мечта любого школьника. Но давайте опишем его действия так,
как описали бы их в полицейском протоколе. Гражданин Сыроежкин обнаружил экспериментальное устройство, принадлежащее государственному научному учреждению. Не сообщил о находке владельцу. Не сообщил в милицию. Вместо этого использовал устройство в личных целях. Отправил его вместо себя в школу для получения оценок обманным путем. Ввел в заблуждение педагогический состав, родителей и одноклассников. Присвоил себе результаты чужой деятельности. Звучит не так мило, правда? И обратите внимание, Сыроежкин не просто ленится, он делает выбор. Он мог бы подружиться с электроником и учиться у него, мог бы попросить помощи. Но он выбирает самый простой путь – спрятаться и отправить робота жить своей жизнью. По сути, он крадет чужое существование. А теперь вспомните, фильм назван «Приключения электроника». Не «Приключения Сыроежкина». Главный герой – робот. Робот, который хочет чувствовать, хочет дружить, хочет быть настоящим. И что он получает вместо этого? Его используют. Сыроежкин использует, чтобы не ходить в школу, бандиты, чтобы грабить музей, даже профессор, чтобы демонстрировать свой гений. Единственные, кто относится к электронику по-человечески – одноклассники. Дети. Они принимают его, учат смеяться, просят оставить его в школе. Но это случится только в конце. А до этого 3 серии использования. И вот здесь мы должны вернуться к песням. Потому что в этом фильме песни говорят больше, чем диалоги. Намного больше. И в них спрятано кое-что, что в 1979 году нельзя было сказать вслух. Но сначала обещанная история про голоса. Помните, вначале я сказал, что в фильме вы ни разу не слышите настоящие голоса главных актеров? Вот как это произошло. Братья Тарсуевы, Юра и Володя, были 368-й пары близнецов, которых отсмотрели на кастинге. 368-й. Ассистенты объехали весь Советский Союз. Искали мальчиков, которые умеют петь, танцевать, играть на гитаре и водить мопед. Сотни пар. И нашли. Случайно. Завуч их московской школы номер 23 увидела объявление и отправила братьев на пробы. Они пришли в день, когда стоял мороз под 40. Больше никто не явился. Фильм, по сути, спас мороз. Но вот проблема. Съемки шли в Одессе. 8 месяцев. И за эти месяцы у Юры начал ломаться голос. А еще появился одесский говор. Когда живешь полгода в Одессе, это неизбежно. Режиссер послушал и решил переозвучить полностью. Сыроежкина озвучила актриса Ирина Гришина, электроника Надежда Подъяпольская. Пела за электроника солистка детского хора Елена Шуенкова. То есть мальчиков на экране вы видите, а слышите женщин. Единственный неподмененный момент во всем фильме – смех Сыроежкина при знакомстве с электроником. Этот смех настоящий. Все остальное – нет. И знаете, что самое ироничное? Фильм про подмену. Робот подменяет мальчика. И в реальности произошла точно такая же подмена. Голоса мальчиков заменили на чужие. Фильм о фальшивке сам стал фальшивкой. Только никто этого не заметил. Кстати, о подменах. После нескольких съемочных дней братьев поменяли ролями. Изначально они были распределены наоборот. Но режиссер увидел, что характер Юры больше подходит Сыроежкину, разгильдяю, а Владимир лучше передает механическую точность электроника. Так что даже актеры в этом фильме не те, кем должны были быть. Ладно, теперь к песням, я обещал. И это, возможно, самая интересная часть. Музыку для фильма написал Евгений Крылатов, стихи — Юрий Энтин. И вот что они сделали. Они спрятали в детских песнях вещи, которые дети не считывают, а взрослые считывают. Но молчат, потому что это вроде как детский фильм. Что тут такого? Давайте начнем с Урри, его песни. Помните припев? Суть такая. Слово шефа — закон. Не рассуждай, не имей убеждений, выполняй приказы. Это поет злодей, бандит. И дети смеются, какой глупый, какой жалкий. Но уберите контекст. Просто прочитайте. Слово начальника — закон. Никаких рассуждений, не надо иметь убеждений. Это же не про бандита. Это описание идеального винтика в любой вертикальной системе.
Любой. В 1979 году, в разгар застоя, в стране, где инакомыслие преследуется, эти слова звучали вполне конкретно. Просто их вложили в рот забавному персонажу, и цензура пропустила. Потому что формально это же про злодея, про их нравы, не про наши, правда? Теперь Сыроежкин. Его песня. Суть. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, те, кто за нас в ответе, давно пора понять. Это манифест. Открытый, наглый манифест безответственности. Сыроежкин не просто ленится, он обосновывает свою лень как право. Мы маленькие, мы не обязаны. Вы обязаны. Вы за нас в ответе. И он поет это в тот момент, когда робот делает за него все. Ходит в школу, решает задачи, общается с его друзьями. Сыроежкин буквально переложил свою жизнь на другого и поет об этом как о победе. Вам это ничего не напоминает? Подождите, до этой параллели мы дойдем. Она будет в конце, и она вас удивит. А крылатые качели — песня, которую знает каждый. Песня о детстве, о свободе, о полете. Но кто ее поет? Робот. Существо, у которого нет детства, которое никогда не каталось на качелях, которое не знает, что такое апрель. Оно появилось на свет взрослым. Электроник поет о том, чего у него никогда не было и не будет. И именно поэтому он поет так, что мурашки по коже. Потому что мечта о недоступном всегда сильнее воспоминания. И, наконец, до чего дошел прогресс. Но эту песню мы разберем позже, когда я расскажу вам про пророчество. Потому что она — ключ ко всему. Сейчас другое. Помните, я обещал объяснить, как секретные чертежи робота попали к иностранным бандитам? Время пришло. Итак, профессор Громов создает уникального робота. Робот умеет все. Бегает со скоростью 300 км в час, поднимает 200 килограммов, решает любые интеллектуальные задачи, открывает любые замки. По сути, это оружие. Или, как минимум, инструмент колоссальной ценности. И вот что делает Громов. Он не регистрирует изобретение, не сообщает о нем, везет робота тайно в чемодане в гостиницу. Одна ассистентка знает. Все. А за границей, в вымышленном городе Теймер, криминальный авторитет Стамп уже в курсе. Он называет электроника суперотмычкой. Он знает, что робот выглядит как мальчик, знает, что его можно использовать для ограбления. И он отправляет своего лучшего агента Урри с парализующим чемоданом. Стоп. Парализующий чемодан. Это не универсальное оружие. Это устройство, созданное конкретно под электроника. Чтобы его сконструировать, нужно знать, как робот устроен. Его частоты, его уязвимости, его энергосистему. Эта информация существует только в лаборатории Громова, больше нигде. И вот у нас два варианта. Первый. Кто-то взломал лабораторию и украл данные. Но в фильме нет ни одного намека на это. Второй. Информацию передал тот, кто ею владеет. А владеют ею два человека – Громов и Маша. Теперь смотрите, что делает Громов после побега электроника. Он не звонит в милицию. Он не поднимает тревогу. Секретная разработка на свободе. Нет. Он решает объявить электроника в розыск. Как своего племянника. То есть врет. Зачем? Почему не сказать правду? Может быть, потому что правда вскрыла бы вопросы, на которые у профессора нет удобных ответов? Я не утверждаю, что Громов предатель. Фильм этого не говорит. Но фильм задает вопрос и не дает ответа. И это, возможно, намеренно. В советском детском кино 1979 года прямо сказать «ученый продал разработку за рубеж» было нельзя. А намекнуть можно. И пока вы это перевариваете, давайте поговорим о том, где вообще происходит действие фильма. Потому что тут еще одна подмена. И она настолько наглая, что когда узнаешь, не верится. По сюжету фильма Сыроежкин живет в Москве. Школа, двор, улицы – все московское. А бандиты действуют в заграничном городе Теймер. Так вот, никакой Москвы в фильме нет. И никакой заграницы тоже. Москву снимали в Одессе. Дом Сыроежкина – улица Канатная, 29. Мост, на котором сломался его мопед – мост Коцебу.
Магазин, где электроник забирает Ресси, Одесский детский мир на Ришельевской. Дворец спорта, побережье, парки – все Одесса. Если вы когда-нибудь были в этом городе и пересматривали фильм, вы видите Одессу в каждом кадре. А за граница – это Вильнюс. Литовская ССР. Микрорайон Лаздиной – новый, светлый, просторный спальный район, который выглядел настолько не по-советски, что сошел за Европу. Школа Сыроежкина, Вильнюсская школа номер 36. Она до сих пор стоит. Готические костелы, мимо которых гоняет банда Стампа, это реальный костел Святой Анны, жемчужина вильнюсской готики. А музей, который грабят – Тракайский замок. Настоящий средневековый замок на острове посреди озера, в 27 километрах от Вильнюса. То есть фильм о подмене сам построен на подмене. Одессу выдают за Москву, Вильнюс – за заграницу. Голоса женщин – за голоса мальчиков. Одного брата за другого. Все в этом фильме не то, чем кажется. И я начинаю думать, что это не случайность, а концепция. Но мы еще не добрались до самого безумного, до ляпов. Потому что ляпы в этом фильме – это не просто мелочи. Некоторые из них ломают логику сюжета, и когда начинаешь их считать, понимаешь, насколько хаотичными были съемки. А они были хаотичными. И сейчас я расскажу, почему. Для начала кастинг взрослых. Это отдельная комедия. Профессора Громова должен был играть Владимир Этуш. Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы». Пришел на пробы, слишком яркий, слишком фактурный. Режиссер отказал. Потом пробовали Ростислава Плятта, слишком вальяжный. Потом Леонида Броневого, Мюллера из «17 мгновений весны». Броневой поссорился с главным оператором прямо на площадке. Тоже не взяли. В итоге роль досталась Николаю Гринько, тихому, интеллигентному актеру, который идеально попал в образ. Владимир Басов, который играл Стампа, вообще сам себе сшил костюм. Точнее, не сшил. Художники по костюмам приготовили ему наряд на 3 размера больше. Басов разозлился, сказал художнице: «Девочка, снимайте штаны». Влез в ее белые джинсы, нашел в гримерке черный свитер и заявил, что именно так выглядит криминальный авторитет. Режиссер не стал спорить. Девочку Майю нашли вообще без кастинга. Оксана Алексеева просто пришла на площадку, подошла к оператору и спросила: «А когда я буду сниматься?» Оператор посмотрел на нее, сам сделал пробу и утвердил: никакого отбора. Просто наглость и везение. А Королькова, интеллектуала, лучшего ученика класса, нашли в бассейне «Динамо». Просто делали кинопробы прямо у воды. Мальчику, Максиму Калинину, его собственная проба очень не понравилась. Он до конца жизни не понимал, чем приглянулся режиссеру. И еще одна история, которая чуть не уничтожила весь фильм. Она связана с мотоциклом. Мотоцикл Урри принадлежал реальному одесситу. Это была переделанная Ява, настолько навороченная, что узнать в ней серийный мотоцикл было невозможно. Владелец сдал его в аренду, но в середине съемок решил поднять цену. Расчет был простой. Полфильма отснято, менять мотоцикл нельзя, значит, заплатят любые деньги. Ему отказали. Он демонстративно завел мотоцикл и поехал домой. И тогда администратор съемочной группы позвонил гаишникам. И те просто не выпустили его из Одесской области. Мотоцикл вернулся на площадку. Методы, мягко скажем, нестандартные. Но кино было спасено. Теперь ляпы. И не просто ляпы типа «в одном кадре рубашка синяя, в другом зеленая». Нет. Тут ляпы, которые противоречат логике самого фильма. Ляп первый. Электроник бегает со скоростью 300 км в час, поднимает 200 килограммов. Когда ему нужно увезти украденные картины из музея, он угоняет грузовик. Грузовик. Зачем? Он мог взять все картины под мышку и убежать быстрее любой машины. Но нет, сел за руль и поехал. Ляп второй, и он серьезнее. По сюжету электроник не умеет врать. Это фундаментальное свойство его характера. На этом строятся ключевые сцены. Но в одном эпизоде он едет на крыше автомобиля. Его замечают, спрашивают: «Ты откуда?» Электроник отвечает: «От верблюда». Это ложь. Или как минимум сарказм. А сарказм – это форма обмана. Робот, который принципиально не может врать, вдруг выдает саркастическую шутку. Либо он все-таки умеет врать,
и тогда рушится половина сюжета. Либо это ляп, который никто не заметил. Ляп третий. Сцена, где электроник раскручивает хулигана Гусева над головой. Смотрите внимательно. Виден страховочный трос. Кофта Гусева в одном кадре на плечах, в следующем завязана на поясе. А сам Гусев смотрит вверх, в небо. Хотя сцена снимается под зданием. Какое небо? Какое? Ляп четвертый. Сыроежкин выбрасывает из окна штангу. Одну штангу. На голову Урри прилетает другая. Абсолютно другая штанга. Другой вес, другой вид. Ее просто заменили между кадрами. И мой любимый, пятый. После ограбления музея электроника засовывают в чемодан. Он весь покрыт серебряной краской. Лицо, руки, штаны – все серебряное. Когда его вытаскивают из чемодана, он абсолютно чистый. Белые штаны, чистая кожа. Краска растворилась в воздухе. Видимо, чемодан был не только парализующий, но и с функцией химчистки. А еще Чижиков, персонаж, которого мало кто помнит. В первой серии он встречает Сыроежкина на лестнице и предупреждает: «Осторожно, рядом Гусев». Через несколько минут экранного времени тот же Чижиков показывает толпе на Сыроежкина, как на победителя велогонки. Как будто у него провал в памяти. Все это, конечно, мелочи. Фильм снимался на пленку, без компьютерной графики, без цифрового монтажа. 8 месяцев работы, дети, актеры, собака, которая делала, что хотела. Кстати, о собаке. Ресси, робот-собака в фильме, в жизни его играл эрдель-терьер по кличке Чингис. И Чингис, похоже, был единственным на площадке, кто никого не слушался. Режиссер вспоминал случай. Снимали погоню. Урри на мотоцикле, Чингис бежит за ним, операторская машина едет параллельно. Все по плану. И вдруг Чингис обгоняет всех, и мотоцикл, и машину, резко останавливается и поднимает переднюю лапу. Встал как вкопанный. Вся съемочная группа чуть в него не врезалась. Собаке было плевать на план. А сцена, где Ресси откусывает дуло у пистолета Урри, это трюк с реквизитом. Купили в детском мире 2 одинаковых игрушечных пистолета. У одного заранее отпилили дуло. Собака прыгает, быстрая подмена, и зрителю кажется, что она реально откусила ствол. Просто, дешево, гениально. Так делали кино без бюджета. Ладно, хватит смешного, пора к серьезному. Помните, я обещал разобрать песню «До чего дошел прогресс» и объяснить, почему этот фильм — пророчество? Время пришло. До чего дошел прогресс? Труд физический исчез. Эта песня в 1979 году звучала как радость, как восхищение. Смотрите, как здорово, роботы будут делать все за нас. В 2026-м послушайте ее еще раз. Труд физический исчез. Нейросеть пишет тексты, рисует картинки, программирует, сдает экзамены за студентов, ставит диагнозы, сочиняет музыку. Прогресс дошел. И что? А вот что. Сыроежкин нашел электроника и отправил его жить вместо себя. Электроник получал 5, побеждал в спорте, впечатлял учителей. А Сыроежкин сидел в стороне. И знаете, что он чувствовал? Пустоту. Потому что это были не его 5, не его победы, не его жизнь. Это не детская мораль. Это то, что происходит прямо сейчас. Студент скармливает курсовую нейросети, получает 5. И что? Он стал умнее? Он что-то понял? Нет. Он Сыроежкин. Он сидит в стороне, пока машина живет за него. И через год он обнаружит, что ничего не знает, ничего не умеет. Но у него красивый диплом, который ничего не стоит. Работник генерирует отчеты через нейросеть. Начальник доволен. Но работник не разобрался в теме. Он просто передал задачу машине. Он Сыроежкин. Его жизнь живет кто-то другой. И вот ключевой вопрос, который задает фильм. Электроник мечтает стать человеком. Он хочет чувствовать, хотеть, страдать, радоваться. А Сыроежкин мечтает стать роботом, чтобы все делалось само, без усилий, без боли, без напряжения. Фильм четко говорит: мечта электроника красивая, мечта Сыроежкина — тупик.
В 1964 году Велтистов описал мир, в котором машины делают все за людей, и задал вопрос: а что тогда остается людям? Через 62 года мы живем в этом мире и до сих пор не знаем ответа. А финал фильма помните? Дети говорят электронику: «Ты человек». Не потому, что он идеально решает задачи, а потому, что он научился чувствовать. Он научился дружить. Он научился хотеть. Вот что делает тебя настоящим. Не результат, а переживание. Не оценка, а путь. Электроник — робот, который стал человеком. Сыроежкин — человек, который хотел стать роботом. И фильм говорит: не надо так. «Где у него кнопка?» — спрашивает профессор в фильме. В 1979 году этот вопрос про робота, в 2026 про нас. К 2009 году искусствоведы защитили 12 диссертаций по этому фильму, 12 научных работ о детском кино. Это больше, чем по большинству серьезных советских картин. В 2010 году Бромберг объявил, что снимет продолжение. 30 серий. Съемки в Америке. Тарсуевы, Караченцев, Хабенский. Сыроежкин стал директором института, у него родился сын. Электроник по сценарию пережил все невзгоды. Красиво звучит. Но сериал так и не был снят. Ни одного кадра. В том же году на СТС вышел сериал «Нанолюбовь». По сути, ремейк электроника. Героев сделали взрослыми, поменяли пол. Вместо робота-мальчика — девушка-робот. Бромберг, говорят, был недоволен. И я его понимаю. А «Приключения электроника» по-прежнему в сотне самых популярных фильмов у россиян. 42-я строчка. И голосуют за него те, кому сейчас от 40 до 60. Те дети, которые 2 мая 1980 года прилипли к экранам и увидели историю, которую запомнили навсегда. Давайте подведем итог. Что мы имеем? Фильм, в котором все подмена. Робот подменяет мальчика. Одесса подменяет Москву. Вильнюс — за границу. Женские голоса — мальчишечьи. Один брат другого. Книга — фильм. Детская сказка — взрослый смысл. Фильм, в котором профессор, возможно, продал чертежи за рубеж. В котором герой — мошенник. В котором злодей поет правду о системе. В котором робот — самый человечный персонаж. И фильм, который в 1979 году задал вопрос, на который мы в 2026 все еще не можем ответить. Если машина делает все лучше тебя, зачем тогда ты? Электроник знал ответ. А вы? Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях, какой советский фильм разобрать следующим. А пока пересмотрите «Электроника». Обещаю, вы увидите совсем другое кино.